Всем привет, с вами Хатрик, и сегодня мы будем говорить fake or true факты в CSGO. Поехали! Первый факт — это у нас в Российском государственном университете физкультуры и спорта существует киберспортивная кафедра. Но я думаю, это true, потому что, я слышал, что такое уже есть в многих университетах, также в Киеве, я знаю, это есть. На самом деле это круто, что это уже выходит на государственный уровень, и турниры проводятся уже в университетах. Поэтому я думаю, это true. А ты бы хотел бы поучиться вот на такой кафедре? На самом деле, да, я думаю, это прикольная тема, ты можешь, я думаю, я там был бы отличником, поэтому я бы попробовал. Какие там могли бы быть пары, как думаешь? Я не знаю, ты, может, учат раскидкам или говорят, как правильно тренироваться надо, смотрят демки на уроках, но вообще это прикольно. Я сам не знаю, что там, но я бы хотел узнать. Пишите, если знаете. Так, второй факт. У нас это турнир «Эпицентр» CSGO, крупнейший киберспортивный турнир по КС, призовой фонд которого составляет $1 миллиард. Да, я хотел бы очень, чтобы это была правда, но, к сожалению, я думаю, это фейк. Но «Эпицентр» все были бы рады, если бы вы такое реально сделали. Поэтому вот вам и идейка, задумайтесь. Третий факт. Играя в CSGO, ты не можешь увидеть свою собственную тень. На самом деле спорный вопрос. Я думаю, что можно, если играть на высоких графиках тени, но они, правда, у меня выключены, но я думаю, можно, допустим, на Дасте, там, где солнце, если смотреть вниз, ты можешь увидеть свои ноги и свою тень. Надо подумать, на самом деле, но я думаю, что, в принципе, можно. Нельзя? Нельзя. В смысле нельзя? Серьезно? Да, это правдивый факт. Играя в CSGO, ты не можешь видеть свою собственную тень. Вообще? Вообще, в некоторых случаях, наверное, да, на трейне, если залезть там на вагон, но в целом, если брать вот дефолтную историю, то ты не видишь свою тень в CSGO. Так, следующий факт. 90% всех игроков CSGO американцы и русские. Я думаю, это не так, потому что, тогда бы был бы какой-то трэш в игре. Ничего, конечно, не хочу сказать, но я думаю, также играет много с Европы игроков, с Дании, с Швеции. Не знаю, очень много, я знаю, это популярная игра в Америке. Много поляков, много русских, американцев, много игроков с Германии, и, в общем, с многих стран. Поэтому я думаю, это фейк-факт. На самом деле всего лишь 25%. Американских и русских? Угу. То есть я правильно сказал? Да, ты сказал все верно. Так, пятый факт. В CSGO есть место, где можно слушать музыку. Конечно, это true факт, так как я даже могу назвать карты. Это Трейн был на радио в Б-доме. Сейчас, конечно, Трейна уже нет, но я знаю, что там точно можно слушать музыку. Также это Инферно. Когда ты идешь на второй мид, тоже там есть радио, ты можешь послушать итальянскую музыку. Кому интересно, можете это сделать. Еще можно на Дасте услышать, на Тереспе. Там в начале раунда мелодия тоже турецкая. В принципе, все, наверное. Правильно? Да, все верно. Так, шестой факт. В первой версии игры не было соревновательного режима и скинов. Насчет соревновательного режима я, честно, не знаю, но скинов точно не было, это я помню. А вот соревновательный режим, походу, тоже не было. Я думаю, не было. А расскажи в 2 словах про свои любимые скины. Вот самый любимый скин у тебя в инвентаре. Сейчас у меня в инвентаре любимый скин. Он, правда, не мой, но Илья Монос мне дал побегать нож-бабочка Фейт прямо с завода. Во-первых, мне нравится нож-бабочка, так как это мой любимый нож. И также скин Фейт тоже максимально подходит к этому виду ножа, поэтому мне он очень нравится. И Лёх, спасибо, конечно. Следующий факт. На удивление, CSGO не вошла в топ-5 игр в Steam в 2021 году. Это 100% фейк-факт, так как самые популярные игры в Steam это CS и Dota. Раньше еще был PUBG, который был даже в одно время популярнее CS. У него там в одно время играло вроде 2 или 3 миллиона людей, но потом там был спад большой, и топ-1, топ-2 заняла Dota CS, поэтому это фейк-факт. Следующий факт. К 2021 году более 4 миллионов игроков CSGO были забанены за читерство. 4 миллиона игроков за читерство? Я думаю, это фейк-факт, потому что это очень много, прям 4 миллиона. На самом деле, в матчмейкинге, наверное, много читеров, но я не думаю, что прям 4 миллиона. На фесте их, я думаю, очень мало, поэтому я думаю, это фейк. Это true. Это true? Да. 4 миллиона читеров, пацаны, вы чё? Как часто тебе читеры попадаются? Я помню, мы, играли после
после того, как Нави выиграли Blast, на следующий день мы играли с Эликом матчмейкинг на Дасте, и нам попались такие читерюги, конечно. Мы вроде выиграли эту игру, но они прям очень жестко пылились. Там, правда, они потом кикнули читера, но все равно это было максимально неприятно, и ты просто не мог пройти через дверь, так как тебя постоянно прошивали, поэтому... Пацаны, 4 миллиона человек, надо что-то менять, не надо играть с читами, это плохо. Самая популярная карта в мире — это Dust 2. Я думаю, это классика, это true fact, так как, эту карту знают, наверное, все. Она даже, я знаю, в песнях некоторых пелась. Вот. В нее играли и в 1.6, и в Source, и в CSGO, поэтому, я думаю, сейчас самая популярная карта в CSGO — это именно Mirage Dust, а в общем в мире это Dust 2. За все время существования CS, я думаю, это правда, это Dust 2. Mirage. Мираж? Да, 15 тысяч игр. Серьезно? Да. Самая популярная во все соревновательные мапулы. Да? Странно. Я думал, Dust, если честно. Но, в общем, мне кажется, среди всех игроков это Dust 2, я думаю. Давайте нас зрители рассудят. Ребят, пишите в комментариях, как думаете вы. Я думаю, что это Dust без вариантов, но пишите ваше мнение. Так, 10-й факт. В январе 2021 года геймеры потратили 7 миллионов 408 тысяч часов на просмотр контента CSGO на Twitch. В январе 2021. Я думаю, это правда, потому что был карантин, зима, люди сидели дома, и им оставалось делать, конечно, смотреть CS. Поэтому я думаю, это true, так как мы сами это все делали, поэтому это true факт. Да. Следующий факт. В январе 2021 года количество уникальных игроков Counter-Strike за месяц составило целых 5 миллионов человек. 5 миллионов. 5 миллионов, если читеров 4 миллиона, то, наверное, это правда, потому что за месяц 5 миллионов, это, конечно, очень жестко, это круто. Но я думаю, это true. Нет? False, да. Чё ж так не везет? Там в раза 4 больше зашло. Да? Угу. 20? 23 миллиона. Ладно, тогда вопросов нет. 12-й факт. Только один игрок появлялся в рейтинге топ-20 ХЛТВ 7 раз. Это Device. Да, это факт, так как Device среди топ-20 игроков самый стабильный. Он был вроде бы с 2014 года там в этом списке. Он 3 раза подряд последние года занимал топ-3. Точнее, в 2019 топ-3. Simple был топ-2, заяву топ-1. То есть последние 3 года он был в топ-3 лучших игроках. Это очень жестко, ребят. Device бати, на самом деле. А Дюпри? Дюпри? Кстати, Дюпри, может, тоже, на самом деле. Он, я помню, был последние 3 года точно. А вот 7 раз, это прям очень жестко должно быть. Я думаю, это фейк. Дюпри не был 7 раз. 7 лет подряд. То, что это был только один девайс, это фейк. Их было 2, это Дюпри и девайс. Да? Ладно. Флэми побил мировой рекорд по фрагам за половину карты, 25 фрагов в первой половине. Да, я помню, даже этот матч я смотрел, это был E-League Boston Major 2018. Тогда Нави играли в четвертьфинале, если не ошибаюсь, на сцене против QB Fire. И тогда Флэми на Мираже за первую половину дропнул 25 фрагов. Я помню, это true факт. Это false. Или больше там было? Мировой рекорд 32 фрага. 32. Я помню, что он побил рекорд, но больше 20... 32, да? Угу. Я знал, на самом деле. Я что-то думаю, 25 как-то не сильно. А вот 32, да, я помню. Но Игорь красава. Следующий факт. Xipnix придумал свой никнейм, просто нажав рандомные кнопки на клавиатуре. Я, кстати, слышал об этом, я думаю, это правда, на самом деле. Это правда, да? Интересно, пишите, ребят, вы так придумали свой никнейм или нет? Очень интересно будет почитать ваше мнение и ваши истории никнеймов. 15-й факт. Бит, новичок основы, стал лучшим рифлером состава по итогам DreamHack Master Spring 2021 и попал в топ-7 на своей позиции. Валера, я помню, у него был хэшот рейт, вообще очень жесткий, самый высокий, а стал лучшим рифлером состава. Я думаю, это правда. Да? Правда? Да. Валера, красавчик. Ребят, если вы с какими-то фактами не согласны, пишите свое мнение в комментариях. Нам будет очень интересно почитать. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, сделайте красную кнопку серой, если она у вас еще не серая. И всем до встречи.
Пока.